Привет, ребята! Это «Русские Зинаиды», где вы учитесь понимать русский язык, когда вы слушаете, читаете, повторяете. Сегодня я хочу с вами поговорить о самых странных вопросах на собеседовании. Вы готовы? Представьте, вы пришли на интервью, и вас вдруг спрашивают, если бы вы были фруктом, каким бы вы были фруктом? Сегодня разберем, зачем работодатели задают такие вопросы и как на них отвечать. Хорошо? Поехали. Итак, например, вот топ-3 самых необычных вопроса, которые реально задают на собеседованиях в больших компаниях. Например, сколько теннисных мячей поместится в большой Боинг? Неважно номер. Как бы вы объяснили, что такое интернет ребенку? Номер 3. Что вы думаете об инопланетянах? Как вы думаете, зачем это нужно? Все просто. Проверить креативность и стрессоустойчивость? Ну, как отвечать? Давайте разберем. Итак, совет номер 1. Не паникуйте. Например, на вопрос «Вы фрукт какой?» можно ответить «Я апельсин, яркий, сочный и полон витаминов, как мои идеи». Да? Или полна витаминов. Совет номер 2. Свяжите ответ с работой. Например, как объяснить, что такое интернет ребенку? Интернет– это библиотека, где книги сами рассказывают истории, а я помогу найти нужную, если вы, например, хотите позицию IT-специалиста. Или совет номер 3. Шутите, но осторожно про инопланетян. Если они прилетят, научу их пользоваться нашим софтом. Классные ответы, как вы думаете? Или давайте выберем еще один вопрос. Если бы вы могли выбрать суперсилу, что бы это было? Подумайте, придумайте ответ. Телепортация? Я бы успевал на все ваши встречи, даже в пробках. Видите? Ответ показывает, что вы креативный человек, вы цените время, и вы знаете, почему вы здесь. А теперь ваша очередь. Представьте, что вам задают вопрос, опишите себя 3 эмодзи. Что вы ответите? Напишите в комментариях. А еще, встречали ли вы такие вопросы? Делитесь историями внизу. Итак, странные вопросы– это не страшно. Главное оставаться собой, думать, как ответ связан с работой. А если вы сомневаетесь, тренируйтесь перед зеркалом. И на сегодня это все. Подписывайтесь и не пропустите новый выпуск. До встречи. Пока-пока.